Всем привет, с вами Бананомастер, и сегодня мы поговорим о том, что такое перезапись. Нам нужно расширить свое понимание о том, как мы вообще можем перезаписывать наши переменные. Раньше, когда мы хотели перезаписать какую-либо переменную, мы делали это следующим образом. Сначала создавали ее, а потом ниже перезаписывали. К примеру, здесь я перезаписал нашу переменную на 30. Если раньше она была 10, то уже на строчке 2 равняется 30. Но я могу перезаписывать и немножко по-другому. Я могу перезаписывать с учетом их старых значений. Визуально я бы написал это следующим образом. H равно H плюс 5. Сейчас этой строчкой я делаю так, что беру наше старое значение H, то есть 30, и к этой тридцатке добавляю пятерку. В результате этого действия получаю 35. Если бы я захотел использовать, к примеру, деление, то я бы написал это вот так. И в таком формате это бы считалось следующим образом. H у нас уже 35 из-за прошлой строчки, из-за строчки выше. И 35 мы делим на 5. То есть в ответе я в переменную h запишу 7. Точно так же я могу и делать это, используя вычитание и умножение. Но, как правило, очень часто эту же логику прописывают в сокращенном формате. Вам нужно понять одну очень важную вещь. В программировании я могу делать одну и ту же вещь разными подходами. И даже эту перезапись я могу делать немножко иначе. Визуально я могу записать ее в сокращенном формате следующим образом, а именно вот так. По логике я выполняю такое же действие, хоть визуально оно выглядит уже по-другому, немножко иначе. Чтобы все это закрепить, мы проделаем легкую задачу. Я сделаю переменную price со значением 20. В этой задаче нам нужно к текущему значению price добавить 15. И написать это нужно развернутым способом. Я дам вам пару секунд подумать, как бы вы это написали. И ответ таков. В развернутой записи это бы выглядело вот так. Price равно price плюс 15. Ниже давайте отнимем от текущего значения price 5, но напишем это сокращенной записью. Также дам вам пару секунд подумать. Надеюсь, вы подумали правильно, ведь правильный ответ это price минус равно 5. Это у нас сокращенный вариант написания. Хорошо, вы увидели легкие примеры. А теперь давайте увидим, как это происходит в реальном коде. Я сделаю кнопку в HTML. По нашей задаче мы будем делать так, чтобы когда я кликал по этой кнопке, каждый клик у меня считался. Ну, то есть мы сделаем некий счетчик кликов. К примеру, сейчас у меня 1, и я кликну, сделаю так, чтобы в кнопке было 2. Кликнул бы еще раз 3, еще раз 4, ну и так далее. Перед решением задачи давайте составим устный план, как вообще решать данную задачу. А именно план, как нам добавить кликабельность нашей кнопке. Дам вам пару секунд, чтобы вы составили у себя в голове план. И ответ таков. Первое. Подключаем кнопку в JavaScript. Второе. Создаем функцию. Третье. Привязываем функцию к кнопке. Это наши стандартные действия. Давайте приступим к этому решению. То есть я уже добавил к кнопке класс, и значит, что мне нужно ее подключить в наш JavaScript код. Для этого создаю переменную, делаю document query selector и передаю сюда название класса, который я буду подключать. Создам ниже функцию, назову ее fun1,
А еще ниже свяжу нашу кнопку с нашей функцией. И только после этих стандартных действий я могу приступать к логике. То есть я буду сейчас писать, что делать нашей кнопке, когда мы по ней кликаем. Пишем мы это в теле функции. По нашей задаче нам нужно при каждом клике изменять текст кнопки, увеличивать его на один больше. Ну, то есть сейчас тут 1, кликнул 2, кликнул 3 и так далее. Сразу хочу уточнить, что эту задачу можно решить очень разными способами. Мы начнем с самого понятного для вас. Для решения этой задачи первоначально я создам себе переменную, которая будет называться count, и там будет 1. 1 я поставил не просто так, я поставил специально такую же цифру, какая у нас сейчас в нашей кнопке. Создаю я переменную именно тут, перед подключением тега. В программировании, где мы пишем код, имеет огромную роль. Но на данный момент понять, где нужно писать, нам будет очень сложно. Поэтому мы договоримся пока что все переменные, которые будем создавать где-то вверху, ну перед задачей. Эта осторожность уменьшит ваши ошибки многократно. Но это временное решение. Когда придет время, мы с этим разберемся. Значит, мы создали нашу переменную со значением 1. Теперь при клике нам нужно эту переменную перезаписывать, увеличивая ее на 1. Как мы это сделаем? Я сделаю count равно count плюс 1. Теперь при каждом клике наша переменная count будет увеличиваться на единицу. После того, когда я увеличил нашу переменную на 1, мне нужно визуально показать это в кнопке. Для этого я буду перезаписывать и текст кнопки также. Если я хочу перезаписать текст кнопки, то я пишу кнопку, беру я inner.html и говорю, что теперь у тебя будет другое значение. И после этого этапа наша задача уже решена. Когда я кликаю по кнопке, у нас запускается тело функции. В свою очередь, в этой функции у нас происходит перезапись переменной count, а потом мы эту обновленную переменную записываем в кнопку, в ее текст, чтобы визуально увидеть. Внимательно посмотрите на вот эту логику. Эту логику можно написать лучше, но так вам пока что будет понятнее всего. Чтобы мы убедились, что все написано верно, я кликну по кнопочке и увижу, что, видите, она уже считает все мои клики. Также добавлю, что если я обновлю страничку, видите, оно все скипнется, и я буду заново опять считать. Учтите этот момент, когда будете решать нашу домашку, что при перезагрузке страницы у нас как бы все начинает работать с нуля. Сначала. Я сделаю еще одну задачку. Для нее я создам список и кнопку в нашей HTML-странице. Это список, ниже будет кнопка. По моей задумке это будет работать следующим образом. Когда мы будем кликать по нашей кнопке, мы с помощью JavaScript будем добавлять в этот список новый тег, тег li. Ну, то есть я кликнул один раз, у нас добавился первый элемент списка. Кликнул второй раз, добавится второй. И так далее. Но все это будет происходить с помощью JavaScript. Как и всегда, первое, с чего мы начинаем, это с того, что нам нужно придать кликабельность нашей кнопке. Точно так же начнем эту задачу с плана. Первое– это какие три вещи нам нужно сделать, чтобы добавить кликабельность кнопки. Попробуйте вспомнить и дать сейчас мне ответ. Я подожду пару секунд, чтобы вы подумали. И ответ таков, что нам нужно подключить кнопку в JavaScript, создать функцию и привязать эту функцию к кнопке. Это наши стандартные действия. Вам нужно будет хорошо их запомнить, потому что мы это очень часто будем использовать. Для подключения кнопки нам нужно к кнопке добавить класс.
Это я и сделаю, добавлю ей класс btn2. По задаче нам нужно работать с этим элементом списка, поэтому мне также нужно подключить его в JavaScript. После того, когда я дал им классы, я могу переходить к подключению, то есть переходим сюда, я создаю переменную и подключаю через Document Query Selector наш элемент списка и нашу кнопку. Выполняю наши стандартные действия по плану, а именно придаю кликабельность кнопке. Значит, создаю еще функцию fun2 и привязываю кнопку к функции fun2. И вот теперь можно приступать к написанию логики ответа. А именно сделать так, чтобы при клике на кнопку у нас добавился элемент списка в наш tag all. Ответ я буду писать в теле функции, потому что именно тело функции работает при клике. Мне нужно перезаписать текст списка. Значит, я пишу список, ставлю точку и говорю, что я буду перезаписывать его текст. Что мне нужно сделать при клике? Добавить tag_li. Окей, я так и сделаю. Сделаю tag_li с каким-либо текстом. Давайте с hello. Протестируем нашу работу. И при клике мы видим, что tag_li добавился, и визуально я его даже увидел. Если я кликну еще раз, то видите, ничего уже не происходит. Мы перезаписываем нашу переменную неправильно. Мы не учитываем ее прошлое значение. Если я хочу учитывать наше прошлое значение, я вот сюда, после равно, добавлю прошлое значение плюс обновление, и уже в таком варианте это будет наш правильный ответ. Ну, то есть при клике, видите, при каждом клике, я буду к старому добавлять новое, а именно вот это. Вот тут и произошла наша магия. Одно простое действие, добавить к старому новое, а уже появляется возможность писать очень разнообразную логику. Это довольно сложная логика, поэтому в процессе мы неоднократно будем ее повторять. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.